Давным-давно в глубокой галактике на стыке жанров Atomo и RPG Paper Games в 2024 году выпустили «Любовь и глубокий космос». Героиня, окруженная глубокими хазбэнд, ведет глубокую борьбу за сердца. Глубокие экшен-битвы, глубокие ветви диалогов и глубокое погружение в сюжет, чтобы каждый хазбэнд смог глубоко проникнуть в душу девушки, глубоко раскрывая глубоко зарытые тайны своей личности, а она глубоко почувствует глубину каждого вайфу наоборот. Темная сила романтики набирает глубину. Я текст не сохранил. A few moments later. Я не осуждаю ваши геймерские вкусы. Я сам геймер и хочу, чтобы мои вкусы тоже не осуждали, даже если это игра про директора, который шлепает своих студенток. И прежде чем начать, лучше сперва посмотреть на игру. А тут есть на что посмотреть. Сперва создаем персонажа. Отдельно скажу, редактор персонажа такой себе. Видели и поинтереснее. После создания своего женского эго мы идем знакомиться с нашими холостяками. Ксавье. Ему 200 годиков, и он до сих пор работает. Зейн. Врач и друг детства. К нему у меня почему-то вообще претензий нет. Рафаэль. Художник и статус маскотов Китая. Как по мне, самый мерзкий тип. Сайлус. Лидер преступной организации. Выбор большинства. На работе торгует оружием, дома няшка. Калеб. Сводный брат, но почему-то в игре нету сцены, где главная героиня типа застряла в стиральной машине. Это легко, высовывай руки. Что, ебанул? Вставай, пойдем. Итак, фавориты нам известны, но что в игре особенного? Так это уровень и количество фан-сервиса с этими фаворитами. А этот фан-сервис на высоте, на такой высоте, что именно этот фан-сервис стал причиной мозолей у геймерок на среднем и безымянном пальце. Количество взаимодействий со своим хазбандом зашкаливает, кроме как потискать за щеку словно бабушка, его можно затыкать через сенсор до обиды. Кстати, мы его так затыкали в член, и торговец нелегальным оружием обиделся и отвернулся. Но меня это не остановило. Я серьезен. Теперь мы его затыкаем в ягодицы. Прямо в кружок. Напомню, он торговец оружием, и он будет помогать девушке следить за календарем месячных. А тут есть такая функция, а еще есть возможность поспать, поработать и поучиться. И все это вместе со своим нетакусей. Мне как бы безразлично, но в игру действительно интегрировали приложение с календарем для девушек. А вот нормисов это почему-то задевает. Но самое безумное это вот эта девушка. Кстати, приложение для отслеживания месячных может быть небезопасным, особенно если вы живете в Америке, где женщинам становится все опаснее существовать. Когда я стримил на Twitch, кто-то спросил меня, что я думаю о безопасности такого приложения, и вот что я ответил. Я думаю, что если бы Love and Deep Space сделали такое приложение. Ладно, раз это китайская игра, я не против. Но если бы это была американская игра, я бы сказал, что это подозрительно, потому что я не хочу, чтобы в Америке была такая информация. В прошлом американские приложения для отслеживания месячных продавали данные, но я не слышал, чтобы китайские приложения делали это. Так что думаю, все в порядке. И я тоже ни разу не слышал, как китайские компании незаконно продавали данные. Но я часто слышал, как китайские компании воровали и незаконно использовали данные. Блять, опять как-то нехорошо вышло. Но если не шутить, игра действительно подняла планку уровня Атома сразу на пару ступенек выше, и это не признавать сложно. Я слишком много контента посмотрел и пощупал по игре, и я подобного даже не встречал на ПК. Основа этого фан-сервиса — это фотографии и анимация в мелких сценах на грани 18+, но они реально качественно сделаны. Карточки с этими сценами добываются благородным гриндом или донатом, только конченый ММОшер, как я, гринд назовет благородным занятием. Но факта это не отменяет, даже гринд заполнен тем самым фан-сервисом. Сражаться ты будешь в паре со своим нетакусей, и он может тебя заградить собой от атаки. А ультимейт умения все парные, и их анимации сделаны не хуже тех самых карточек с мифами. Разраб гениален, всего лишь моб посреди круглой арены. Арены, блять, тарелочки. Это самый ленивый способ впихнуть в игру хоть какое-то ПВЕ, но его добавили ради фан-сервиса. И вот, когда мы имеем общее представление о том, что у нас в руках, естественно, без подробностей в сюжете, а то вдруг кто-то захочет завести себя не такусю, а мы тут, блять, глубоких спойлеров накидали. Переходим к самому важному. Кроме фан-сервиса, есть же еще и фандом, ради которого я рассказывал все выше. В фандоме есть спор о возрастном рейтинге игры. И действительно, возрастной рейтинг в 13+ годиков для игры с таким содержанием маловат. И ведь изначально на старте игры, в принципе, он мог тянуть на 13+, но с новыми патчами контент обрастал. Ведь реально, какие нахуй 13+ годиков?
В игру добавили BDSM-костюмы. У меня нет претензий к внешности и к тому, как выглядят персонажи. Основная претензия в этом случае только возрастной рейтинг. Я к тому, что я только шучу на тему гонор. Но в этом моменте я согласен с автором сабреддита. И это только начало. Я об этой игре узнал из-за акции с официальными косплеерами. Вот этой акции. Мне пришлось многое перелопатить в интернете. В китайском, мать его, интернете. Причиной моей заинтересованности стали скрины и видео с этой акции, где косплеер, одетый в BDSM скин персонажа, сидит в клетке. Ладно, я тут чуть-чуть малость соврал, на самом деле причиной стало то, что я посмотрел видео одного ютубера, который, наверное, ради просмотров или же не проверяет просто информацию, говорил о том, что парни в клетке фанатки затыкали резиновыми членами. Ладно, давайте посмотрим, что они говорят. Используют настоящих косплееров для БДСМ и сексуальных сцен с забавными игрушками. Финнам дают оборудование, чтобы они прикасались к косплеерам, и у косплееров возникает эрекция во время фестиваля. Типа у косплееров эрекция. Покопавшись глубже, я узнал, резиновых игрушек не было. Трогать можно было только некоторые места и только специальными перьями. Никакого правильно меня сначала закрыли, потом Харри не дали ничего есть. Эта акция прям кричит о том, что это не рейтинг 13+. А вот этот комментарий немножко выбивает из колеи. Самое безумное в том, что УАД совсем не похож на то, что есть у этих мужчин. Даже наш контент для взрослых более сдержанный. Да они же сами не отрицают, что в их игре контент для взрослых. Просто им стоит теперь принять, что они теперь задроты, геймеры, гики, фрики. Как ни назови, смысла не изменит. Вы теперь одни из нас. И не стоит говорить, что вы не такие. Скуфеющий танкист-подпивасник и задрот Владс имеют больше общего, чем обычные нормисы между собой. Но мы погружаемся глубже в глубокий космос. До самых глубин Твиттера. Вот тут мне понравилось больше. Викс любит обсуждать баг с расизмом через освещение в игре. Если вы создали героиню с темной кожей, она исчезает в темных сценах. Я даже смог собрать подборку скринов. Я не считаю это расизмом от разработчика. То, что 2 года баг не фиксит, это всего лишь отношение к аудитории, но не расизм. Это было бы расизмом, если бы разработчик сделал заявление. Это не баг, а фича. Им важнее закончить дедлайн с новым мифом и толкнуть чуть дальше сюжет. А баг-фикс задача второго плана, потому что... Но все-таки забавно, маленькая часть фандома ноет твитами о расизме, как будто это как-то повлияет на китайского геймдева. Походу игронессам придется смириться, если так долго нет багфикса, его уже и не будет. Багфикс ушел ночью купить хлеба, как твой отец. Да им чхать на баги, пока оно работает, глубокий космос получает прибыль, как нефтяная вышка. Каждый раз, как игра становится первой по показателям прибыли среди мобильных устройств, игронессам дарят довольно-таки дорогие внутриигровые плюхи. Да, прикольно, но я почему-то в этом чувствую нотку манипуляции, и от этого как-то мерзко становится. Это новый уровень фри-то-плей монетизации через манипуляции. Фандом Фейсбука намного больше. Тут есть все, от теории сюжетов до схемы со смещением по часовому поясу Китая и дате рождения игрока для повышения шансов на дроп. Вот этой схеме, которая говорит, когда надо юзать кейсы с мифами. Например, вы родились 10 декабря 2001 года. Для вас удачное время для рарного дропа с 22:59 до часу ночи. Но даже проблема не в этой таблице, а в том, что кто-то, сука, сперва предположил, кому-то сперва в голову пришла эта идея, а потом этот человек еще все это вычислял. Кто-то потратил день на составление счастливых часов. Я рассказал про игру все, что мог, не заспойлерив главного. Внутри еще куча драм, но почти все они преувеличенные и, как в случае со стримером Styx, непроверенные, со стойким запахом желтой прессы. Где-то я не стал углубляться в игровые механики, потому что я в этом не вижу смысла. Как игра для телефона, она действительно красивая, и даже руки об телефон на морозе погреть можно. Глубокий космос странный, местами кринжовый, но иногда гениальный. Тут по-своему уютно и очень глубоко. Отдельное спасибо Виске, настоящему ветерану глубокого космоса. Все кадры из игры, все эти ультимейты, пихи в жопу Сайлусу, сцены мифов, карточки. Некоторые драмы из фандомов были сделаны с ее помощью. Это ее результат глубокого погружения в игру. Еще раз спасибо тебе, глубокое.